Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. В вступлении сегодняшнего ролика я зачитаю донаты, которые вы, мои зрители, задонатили еще... Вспомнить бы еще кто и когда. Пришел давным-давно донат от Романа Николаевича, который мне подогнал чудесную лопату зимой, которую я рою все подряд, и огород ей весь перепахал, везде ее с собой беру. Большущее спасибо, дружище, за крепкий донат с 3 нулями. Приветствую тебя, надеюсь, ты смотришь. Озвучивать суммы я, наверное, не стану, дабы не травмировать нервную систему и поджигать пуканных хейтеров, которым, правда, уже нечего высрать в комментариях, так как они попадают сразу в бан. Твой донат лежал у меня очень давно, но я им так и не воспользовался. Воспользовался, точнее, но в других немного целях. В начале мая у нас в поселке сгорел 3-квартирный дом, где проживали 3 семьи, у которых по 2 и по 3 детей. Дом вспыхнул как спичка, никто ничего даже не сумел спасти, все нажитое унес с собой огонь. Конечно, сумма, которую я отправил по реквизитам, по 500 рублей, это вообще сейчас ни о чем. Сейчас в магазин на 1000 сходишь, ничего и не купишь, а денежек-то и нет. Но все равно, хоть чем-то помог, нужно помогать. И быть человеком в первую очередь. Размещалось несколько раз в группах объявления о помощи. Там и одежда маленьким детям требовалась, жилье какое-то 2 семьям искали. В общем, с миру по нитке. Как пришли деньги, так и ушли. Но, можно сказать, на благое дело. Такое происшествие может случиться с каждым, не дай бог никому. Немного заболтался, извиняюсь. Стримы не включаю, хочется иногда языком почесать о том о сём. Следующие донаты от Александра Владимировича из города Уфа. Привет всему Башкортостану, всем тем, кто меня оттуда смотрит. Привет Александру, Саша, огромное тебе спасибо от души. 4 доната прилетело от этого человека. Капец, снимаешь всякую дичь, а тебе за это деньги еще приходят. Никогда бы не подумал, что такое возможно. И завершает мощнейший донат от Артема Таверного. От алда моего канала, топ-донатера. С первых видосов он поддерживает мой говноконтент. Не шокируй меня, братан, такими пожертвованиями. Постарайся смягчить иной раз как-то это все. Человек закинул на расходники какой-нибудь инструмент, спецовку и так далее, на мое усмотрение. Артем, благодарю от всей души за твои подгоны. Спасибо, братишка. Очень тебе благодарен. Видео, которое прилагаю к просмотру, оно такое себе. Небольшой выход по железкам вышел. Видео должно выйти было намного раньше, но я потерял начало. Приходится писать все заново. Смотрим. Всем приятного времяпровождения. Стартовал сегодняшний поиск вот с такого вот медного кабелька. Небольшой, правда, выкопал его лопатой. Пришел, давно здесь не был, уже 2 недели. После этой болезни, после простуды. Здесь все вот эти вот бетоны сдвинули нахрен вот сюда. Сюда можно прийти с болгаркой, кое-что посрезать. Здесь было намного больше вот этих конструкций. Не знаю, может, куда-то забрали их. Что-то здесь совсем мало их. Может, подолбали, отсюда добывали какую арматуру. Ну, есть что вот посрезать, надо с болгаркой запилить отдельный видос. Будем срезать арматуру. Я там еще на свалках кое-где видал, где можно отрезать, посрезать. Короче, сделаем полноценное видео. Вот пока что мусор осматриваю. Ничего тут дельного нет. Вот какая-то хрень. Шлейф какой-то. Вот еще медный какой-то провод. Совсем хлипкий, хилый. Сейчас будем производить шурф. Первый день сегодня попробую выкопать. Перемещаемся туда. Шел на глубину пока что где-то сантиметров 30, где-то на полметра и чуть поглубже. Пока что нет совсем никаких находок, кроме вот такого добра. Вот что-то торчит, ерунда какая-то. Ни костылей нет, ничего, никаких гаек. Совсем пока что, может, даже будет это и бестолковым занятием. Но я решил попробовать. За время моего простоя начались комары, мошки. Вокруг меня тут летает капец толпа. Грызут, кормлю их тут собой. Ну вот в этих местах я находил подкладочки, костыли, противоугоны вот сверху лежали. Пока что вот выкопал, ничего нет, не знаю. Может, я не тут начал просто копать. Надо, может быть, где-нибудь или там, или наоборот вот, где велосипед лежит. Хотел сделать вообще 3 забоя здесь, в середине и вон там, вон вдалеке. Так как там попадались хорошие железки. Ну, пока что вот рою здесь, ничего пока не попадается. Буду глубже пока что углубляться. Там потом включимся, покажу, какие будут результаты.
спрей от этих насекомых. У меня закончился еще в том году, осенью. Новый еще пока не купил. Но, короче, уже надо. Убежал, короче, я оттуда, с этого шурфа сюда. Но и здесь не оставляют меня мошки эти. Продолжают грызть и терроризировать сюда. Вывезли вот такой грунт. Непонятно откуда. Здесь есть кое-какие находки. Хоть тут что-нибудь накопаю. Вот подшипник. Такая вот штуковина какая-то. Может даже латунь. Пока не знаю. Дома надо проверять. Вот арматуру выкопал. Нет, это толстый прут какой-то. Вот железо нормальные. И там он еще у меня находочки сложил. Какое-то колесико, то ли от вагонетки. Что-то наподобие того. И еще там кое-что лежит. Так по мелочи. Сейчас вот сюда подымусь наверх. Вот так пройдусь. Что-то не пойму. Да, кажись, привалил джекпот небольшой. Такая вот какая-то бочка была. Медный красный цвет. Блин, нормально, офигеть. Я смотрю, еще пищит, так как-то металлоискатель странно. Такая вот жестянка. Что это было такое из меди, хрен его знает. Такой вот лист медный. Вот что удалось отыскать сегодня, друзья, в этом поиске трехчасовом. Полазил, все-таки что-то донарыл. Отошел я с этой насыпи туда к леску, где забирали вот эти вот бетонные плиты. С них отвалились вот такие вот прибамбасы увесистые. Такой вот козырек отлетел от плиты. Ну, килограмма 4,5, мне кажется, где-то. Может, 4. Хороший металл, толстый. Вот такая вот проволока толстая. Проволока тонкая. Тоже пособирал. Забрал. Вот такое вот находил. Пруты такие хорошие. Вот. Вес имеет. Уголочки небольшие. Жестянки. Вот подшипник нашел, уже показывал. Такую вот деталюху. Ну и всякая опять такая мелочевка летая. Это не латунь, это обычный чермет. Какая-то гайка, что ли. Болтики. И вот всякая такая вот шмурдятина, но она тяжеленькая. Это все литой металл. Такой небольшой. Вот такие вот попались какие-то болты. Очень похожие на молоток. Вот еще два таких одинаковых. Кто знает, откуда такие, можете написать. Ну и вот эти находки я уже показывал. Вот такое вот колесо. Вроде бы вагонеточное попалось. Вот здесь отверстие. И вот здесь вот как раз, видимо, под рельсу сделано. Под такие рельсы небольшие, узенькие. И вот такая вот еще железка попалась. Сначала думал колодка, вытряхнул с нее землю. Нифига не колодка. Очень похожая, да? На колодку от поезда. Но это не колодка. Но хороший вес у нее тоже. Такой килограмма где-то по 4. Вот такие листы попались. Более-менее толстенькие. Ну и жестянка. Без нее просто никуда. Крышки 2. Чермета получилось на 46. Практически килограмм без 100 грамм. 46 кило. Давайте взвесим сегодняшнюю найденную медь. Положим на весы вот этот отрезок кабелька. 200 грамм. Еще находил вот такую пластину сегодня. Вначале подумал латунь, но нет. Она гнется, медная, мягкая. Кладем. И вот такую вот мочалочку нашел. Сперва думал, это просто обычная проволока. Она какая-то вся ржавая. Видать, где-то, может, железом валялась. Потер. Медная. Не магнитится. Итого получается 262 грамма. Попалась еще вот такая медь. Но ее нужно еще разделывать. Взвесили только готовую. Вот что у нас по латуни. Кладем латунь. Вот такая штуковина попалась. Тоже латунные. 55 грамм. И вот эта бочка оказалась не медной. Она тоже латунная. Кладем. 795 грамм латуни. Достаточно нервно начался сегодняшний день. Съездил, купил баллончик от комаров. В общем, начал копать сегодня вот здесь. Буду штурмовать вот эту гору. Здесь также высыпали грунт. Вчера на обратном пути, когда я ехал, здесь проезжал, увидел, что здесь вот засыпали, и трактор уже разровнял.
пока я тут отсутствовал по болезни. Блин, здесь опять был хороший металл. Как раз встретился по дороге знакомый. Ехал на рыбалку, говорит, я здесь сотку навыбивал, у которого металлоискатель старинный. Вот, сейчас вот хожу. Пока что вот эта самая крупная находка попалась. Буквально сверху прям лежала. Вот что-то. Кругляши. Такие вот цеплялки. Отрезки от чего-то. Ну и вот. Пока что вот начал. Это, наверное, нержавейка, скорее всего. Вот. Пока что стартовал с таких находок. Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что здесь все-таки ничего такого и не попадется больше. Так как когда лежали кучи, он в них нормально так навыбивал, насобирал. Ну, посмотрим, в общем, не будем загадывать. Продолжаем поиск. Если что, потом предпримем попытку шурфануть. Подкладочка вылетела маленькая. Здесь такой иногда грунт попадается с камешками от железной дороги. Вот первая находочка. Прошло еще где-то минут 20. Вот что попалось. Вал хороший такой. Нормальный у него вес. Вот какая-то цепочка, сцепка какая-то. Уголок распиленный. То ли не уголок. Ну что-то вроде того. Вот. И всякая вот такая вот мелочь. Но она тоже летая. Всякая фигня попадается. Продолжаем искать находки. Все-таки не все отсюда. Мой друг вышкреб, знакомый, сходил вот так, вернулся обратно. Еще вот сколько нужно исследовать. Находки, думаю, будут. Килограмм 50 пойди наберем. Спокойно. Смотрите, какой костылик нашел. Детский. Ё-моё, он вообще, смотрите, какой маленький. Нашел, друзья, вот такой вот бугорок с подкладками большими. Одну уже выкопал, вторая вон там на шпале приделана костылями. Вообще ее никак не снять. Вот это шевелится, но она тоже не поддается лопатой. Боюсь лопату погнуть. Блин, я не знаю, что делать. Пока опять доеду домой нахрен, кто-нибудь придет сюда и выкопает. То есть выдернет ее. Снова, друзья, ширком-пырком, а не видос. Вчера на копе у меня разболелось плечо, но я сумел накопать вот такие вот блестящие находки. После как приехал домой, у меня разболелась башка. Наверное, скорее всего, я думаю, это от вот этого аэрозоля, спрея от комарей. Капец просто. Съездил, вчера забрал вот эти вот подкладочки, такие вот прекрасные. С ломиком ездил, брал с собой ломик, который я находил также как-то на поисках зимой, еще когда шастал, просто искал лопатой. Вот вчера его применял, пригодился он мне, я его не выкинул. Вот такие вот 3 шикарные подкладочки отыскал, которые не нашел мой товарищ.
Вот этот швеллер тоже вылетел кусок в самом конце, как и вот эти вот находки. Попадался вчера вот такой вал, я его уже вам показывал. Вот, вес такой хороший. Вообще вот здесь, да, вот этой арматуры, вот, 40 килограмм. Вот такой швеллерок попался. Я уж сейчас не помню, тоже вроде в конце забыл. Еще один вал, только покороче, попался уже, считай, тоже перед самым концом поиска. Вот, кольцо от подшипника, скорее всего. Вот еще вроде бы, или от шкива от какого-то. Точно не могу сказать. Угольничек такой вот попался нормальный. Вот железо хорошее. Вот такой вот уголок загнутый. Это то ли труба, то ли вал какой-то маленький. Хрен его знает. Мне кажется, труба. Она с песком, с глиной. Нафиг ничего выбивать не буду. Все равно засор ставят. Вот такие вот две маленькие подкладочки попались от узкоколейки. Плашечка вот такая хорошая. Ну и куча всякой хорошей мелочевки. Вот такая вот штукенция с резьбой. Не знаю, что это. Костыли. Опять такой вот ролик попался. Увесистый. От тех тележек, которых я находил в прошлом видео. Вот что-то тоже тяжеленькое. В общем, вот все находки. Смотрите сами. Цепочка. Такие вот плашечки тоже. Увесистая ручка какая-то, рукоятка. Проторчал там вчера в общей сложности 3 часа, 3,5 где-то. Ну, пока это все опять укомплектовывал. В 2 рейса пришлось вести, так как мешок у меня постоянно падал. И не зря вчера мой коп начинался с такого нервного состояния. Я вчера чуть не сломал свой металлоискатель. На руль навешал 2 тяжеленные сумки, еще в саму корзину натолкал, пытался все за один рейс увезти, ага, хрен там был. Скинул нахрен половину всего этого в лесу, в крапиву, поехал забирать вот этот мешок. Мешок довез, потом поехал следом, забрал вот эти вот 3 мешка, 3 сахарные сумки. Общий вес получился 111,5 килограмм, ну, там несколько грамм можно скинуть вот на этот вот песок. Ну, а в принципе, 111 килограмм, это вообще, я даже вчера и не ожидал, что столько я накопал. Я думал, килограмм 80, около 90, может 85, где-то так, по ощущениям. Но оказалось, вообще шикардос. Почаще бы такие кучки вывозили, ну, хотя еще все лето впереди. Может, еще что-нибудь подгонят. Цветмет вчера был вот таков. Это нержавейка. Ну, и здесь вот провода, кое-какие медные, кое-какие алюминиевые, такой вот голый алюминий забрал. На этом все. Мешок вчерашний, который я поставил на багажник от велосипеда, у меня каким-то образом, видимо, какая-то железка воткнулась. То есть чуть не пропорол кабель от металлоискателя. Он прям треснул, вот эта вся резина треснула. Но, слава богу, включил, он работает. Сейчас замотаю черной изолентой то место. Блин, еще вот один толчок для покупки транспортного средства. Металлодетектор обмотал, все работает нормально, уже делал несколько выходов, работает отлично. Довозился, называется, на багажнике металлолом. Транспорт подыскиваю, не хочу купить какой-то шлак, поэтому до сих пор еще не приобрел. Не хочу купить и лежать под ним все свое время, ремонтировать больше, чем ездить. Будем закругляться, наверное, наготове уже отснято несколько роликов. Спасибо всем большое за просмотр, за долгое ожидание и еще раз огромное спасибо за ваши донаты, дорогие друзья. Будем на этом прощаться. До скорых встреч. Увидимся на копе.